Всем привет! В солнечный летний день рада представить вам новинку от Катом. Очень модные штучки нынче, хит сезона. Это козырьки от солнца. Основное их назначение – это защита глаз от солнца. Такие козырьки удобны, они не стесняют движения. Можно носить как в городе, так и за его пределами. Они легко помещаются в сумочку, и после этого не теряют своих форм. Также они сохраняют укладку, прическу и дают возможность распустить волосы, либо же собрать их в хвост. Смотрятся такие козырьки очень стильно и необычно. В этом году многие бренды и фирмы выпускают такие козырьки. Они сейчас на пике популярности и стоят они совсем недешево. Особенно ценятся козырьки из натуральных материалов. Мы же будем вязать такие козырьки из рафии. Рафия – это пряжа натурального происхождения, сделанная из древесины пальмы. Она легкая, дышащая, гидроскопичная и не выгорает на солнце. Для вязания такого козырька понадобится всего 40 грамм рафии. Это один маленький моточек. Вязать из рафии одно удовольствие, поэтому кто еще никогда не вязал из нее, из этой пряжи, всем советую. От того, как она шелестит, получаешь полный релакс. Козырек этот связан очень необычным и интересным узором. Этот узор напоминает плетение. И то, что связано это крючком, и даже и не скажешь. Чтобы этот узор правильно, красиво расположился на козырьке, я очертила выкройку и по выкройке уже делала нужное количество прибавок для расширения полотна. И я рада поделиться с вами своими наработками. В этом видео будет подробнейший мастер-класс по вязанию такого стильного козырька. И так что под моим руководством, я думаю, справятся все, даже новички в вязании. Сначала вяжется ободок в виде ленты одной деталью, а затем вяжется вторая деталь, это сам козырек. И потом эти две детали соединяются в процессе вязания. В край ввязывается леска, чтобы козырек был более торчащий и хорошо держал форму. Затем пришивается липучка для застежки. И по желанию также можно украсить этот козырек. Это могут быть бусины, камни, ракушки. Тут уже как ваша фантазия разыграется. У меня здесь просто фирменная бирочка пришита. Также по моему мастер-классу можно связать детский козырек. Для этого нужно будет просто сделать короче ленту ободка самого и не вязать последние либо два ряда козырька, и тогда у вас будет меньший размер. Для вязания козырька из рафии нам понадобится, собственно, сама рафия. Я буду вязать из вот такой пряжи фирмы Fibronatura рафия. Здесь 40 грамм, метраж 90 метров. Состав стопроцентная целлюлоза. То есть это химическим путем переработанная древесина. А рафия – это сорт пальмы. Крючок я буду вязать на номере 2,5. Еще нам понадобятся липучки. Для того, чтобы в конце вязания пришить их вот в конце, видите, застежки. Я здесь купила уже под будущий козырек, подобрала цвет. Ну, они разных цветов, бывают разных размеров. Белая здесь толстая, не очень, а вот тоненькая вообще отлично подходит.
Здесь 3 сантиметра в ширине. Затем нам понадобится чуть-чуть ригелина. Это буквально полметра. Но вставлять мы будем не сам ригелин. То есть этот ригелин состоит из нескольких лесок. Видите, тут 4 штуки. Я вставляла 3 лески. Но вы также можете купить в рыболовном магазине, продают лески на сама. То есть это такая леска довольно плотненькая. Можно еще такую вставлять. Здесь уже на выбор. Рафия — это такой приплюснутый шнур. Видите, то есть тут она вот так вот приплюснута. Потом она вот так приплюснута сбоку. Потом тут она вообще пожмаканная. И сама нить состоит из ленты, как бы, видите, вот. Если ее развернуть, получается такая лента. И прежде чем вязать, я эту всю ленту вот так ее раскрываю. Занятие это, конечно, не быстрое, но если у вас есть свободное время, то желательно ее, конечно, распушить до такого состояния. Вот смотрите, я уже ее распушила и намотала. Это у меня бобинка, которая осталась от пряжи. 2 штуки. То есть тут я их скотчем слепила по центру. И вот так вот я эту нитью намотала. Вот ровно я ее раскручиваю и вот так вот наматываю перед тем, как вязать. Приступаем к вязанию. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель. Эта цепочка должна равняться окружности головы плюс 5 сантиметров для застежки будущей. Я буду набирать 114 петель, но вы можете примерить сразу на голову, прикинуть, чтобы застежка была 5 сантиметров. Может, у вас будет больше или меньше петель в зависимости от плотности, как вы вяжете. Набираем цепочку. Далее мы приступаем к вязанию узора. Наборный ряд у меня вот это вот был. И потом идет 1, 2, 3, 4 ряда узора. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. То есть у нас получается 2 колоска будет идти. Приступаем к вязанию первого ряда. Я делаю дополнительную воздушную петлю подъема. Изначально мы делаем полустолбик с накидом, чтобы будущий узор сформировать. Я делаю накид, затем я косичку переворачиваю, чтобы найти вот эту дужку заднюю. То есть я сделала накид, вставляю в эту дужку, провязываю столбик, его делаю чуть подлиннее. И затем все эти 3 петли я провязываю вместе. Это мы сделали такой начальный столбик. Затем мы начинаем уже формировать наш колосок. Он состоит из вот таких вот маневров, смотрите. Сначала я вставляю крючок под вот эту дужку, которая у нас образовалась. Затем вставляем крючок под эту дужку. Я провязываю петлю, вытягиваю. И вот эту петлю мы делаем подлиннее чуть-чуть. Я ее делаю чуть-чуть больше сантиметра, наверное. Подлиннее вытянули. И затем мы все эти 3 петли провязываем одной петлей. И вот эту петлю мы ее сильно не вытягиваем. Снова вставляем в эту дужку. Затем вставляем крючок под вот это отверстие нижнего ряда, цепочку, захватываем нить. Сначала мы вытягиваем петлю и делаем ее более длинной. Вот, разровняли красиво, чтобы у нас было. Затем мы подхватываем и все эти 3 петли провязываем. Вставляем под петлю, под дужку косички петли. Вытягиваем длинненькую такую. И затем все вместе мы провязываем одной петлей.
подушку, подушку косички петли, вытянули длинненькую, все 3 провязали вместе. На самом деле узор этот очень быстро вяжется. Главное следить за высотой всех вот этих петель. Я слежу еще, чтобы вот эти петельки были все одинаковые. И так мы провязываем первый ряд наш. Довязываю первый ряд. Вот, сделала последнюю петлю. И в конце я делаю воздушную петлю и разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию второго ряда. Сначала мы делаем полустолбик с накидом. Для этого мы набрасываем накид на крючок, вводим крючок по 2 дужки нижнего ряда, вытягиваем петлю, делаем ее подлиннее на уровне нашего колоска, и затем 3 петли мы провязываем одной петлей. Полустолбики я делаю в начале каждого ряда, для того, чтобы сформировался наш будущий узор колосков. Затем, смотрите, сейчас вам буду крупным планом показывать, что я делаю. На изнаночной стороне, то есть я переворачиваю полотно, нахожу я вот эту дужку. Вот, смотрите, вставляю крючок под эту дужку. И затем идут наши вот эти, где мы обычно провязываем, да? Но крючок я ввожу не как обычно, а наоборот. С изнаночной стороны я его вставляю по направлению к себе крючок. Вот. А затем я нить набрасываю сверху, крючок у меня снизу. И вот так вот я захватываю нить. Вывожу ее наизнанку, и таким образом у меня красиво получается вот этой рафии, лежит она красиво, пышный столбик получается. Еще раз покажу. Нить идет у меня сверху крючка, и захватываю я вот таким образом. И вывожу наизнанку и делаю эту петлю, как мы всегда делаем, чуть-чуть подлиннее, на уровне нашего лицевого ряда, чтобы были все эти петли, высота одинаковая. Все 3 петли провязываю вместе одной петлей. Так, еще раз повторяю. Сначала мы подхватываем вот эту дужку. Это наш колосок будущий, вот. Затем вставляю крючок по направлению к себе под 2 дужки петли нашего предыдущего ряда. Затем я нить сверху, крючок снизу, вот таким образом я его захватываю. Вывожу наизнанку петлю, смотрю, чтобы расстояние было ровное, одинаковое, и 3 петли провязываю вместе. В следующий раз подхватываю дужку, потом под 2 петли завожу. Затем нить у меня сверху, крючок снизу подхватываю, вытягиваю наизнанку, слежу за натяжением, все 3 вместе провязываю. Дужку подхватываем, завожу под дужки, захватываю нить, вывожу наизнанку, смотрю за высотой петель, все 3 вместе провязываю. Оно тоже вяжется быстро, главное понять сам принцип, куда вставлять.
И все 3 вместе провязала. Под дужку, под петли, нить набросили и провязали. Раз, два, вытянули и все вместе провязали. И таким образом, вот видите, наш колосок образуется с лицевой стороны. Что красиво получается. Все, довязываем мы до конца ряда. Довязала конец ряда. Делаю воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание и вяжем 3-й ряд. Изначально мы делаем полустолбик с накидом. Первую петлю вытягиваем в начале, потом 3 вместе провязываем, как обычно. И вяжем этот ряд точно такой же, как первый. Провязываем мы по 2 дужки. Крючок мы вставляем в стандартном способе от себя. Нить захватываем, вытягиваем и 3 петли мы провязываем вместе. Дужку подхватили, по 2 дужки вставили. Сначала мы провязали петлю и делаем подлиннее чуть-чуть, а затем 3 вместе провязали. Такой же, как первый ряд, только вставляем мы, то был начальный ряд воздушной цепочки, а теперь мы вставляем по 2 стенки. Вяжем этот ряд до конца, а затем мы провяжем 4-й ряд, точно такой же, как мы вязали 2-й ряд. И на этом мы закончим вязание ленты для козырька. Вот я провязала 4 ряда. У меня получилась такая вот лента для козырька. Если измерить длину, то у меня здесь получилось 62 сантиметра. То есть как раз 5 сантиметров у меня будет для застежки. Вот. Таким образом. Теперь приступаем к вязанию самого козырька. Я когда вязала козырек, у меня это получилось не с первой попытки явно. Как я его вязала? Я вязала, делала выкройку. И по выкройке я уже провязывала. Видите, у меня ритм прибавок у меня здесь получился ровно по выкройке. То есть как я и хотела, у меня так и получилось. Я вам сейчас покажу, как делать эти прибавки. То есть начинается вязание вот с этого места. И здесь по краям делаются прибавки. И по самому полотну, по узору делаются прибавки. Здесь всего провязано 12 рядов. То есть всего, вот если посчитать, 6 колосков. То есть колосок у нас идет лицевой изнаночный ряд. И таких рядов у нас получилось 12. В последнем ряду я уже ввязала ригелин. И потом я еще последний ряд прошлась с соединительными столбиками. Как я буду делать сами прибавки? Чтобы вам было удобнее, я на экране буду писать, сколько я сделаю прибавок в каждом ряду в определенном. И сколько должно у меня получиться в итоге петель в этом ряду. Чтобы вы могли сориентироваться и посчитать, чтобы у вас получилось то же самое, как у меня. Чтобы вы нигде не ошиблись. Изначально я набрала цепочку из 10 воздушных петель. Вот. И мы начинаем вязать первый ряд. Я делаю воздушную петлю подъема. И затем, как мы раньше это делали, я делаю полустолбик с накидом. Ввожу я под верхнюю полудужку петли. Провязываем полустолбик. Здесь мы делаем петельку подлиннее. Не забываем, как мы это раньше делали. Вот, мы провязали полустолбик с накидом. И затем я делаю прибавку в эту же петлю. Уже мы провязываем по нашему узору. Я ввожу в полупетлю колоска. Затем я ввожу в эту же, где мы провязывали полустолбик, в эту же петлю я
ввожу крючок и провязываю я уже узор наш колосок. У нас на крючке 3 петли, и мы их провязываем вместе одной петлей. Таким образом мы сделали первую нашу прибавку. Первый ряд вяжем. Затем мы провязываем просто наш узор колоска. И затем мы снова делаем прибавку. Мы провязываем 2 колоска под одну петлю. Провязала первый и в эту же вставляю под эту же дужку. Провязываем вторую петлю, второй колосок наш. Вот, мы сделали вторую прибавку. Теперь я провязываю 4 петли без прибавок. Четыре провязали. Теперь мы провязываем снова прибавку. В одну петлю мы провязываем 2 петли колоска. Один, и в эту же полупетлю мы провязываем вторую. Затем мы провязываем одиночный колосок. И затем мы провязываем прибавку последнюю. Сначала провязываю петлю колоска. А затем я провязываю столбик с накидом. Столбик с накидом, я думаю, не надо объяснять, как его провязывать. Делаем накид и провязываем поочередно петли. И с помощью такого столбика у нас здесь не будет стягиваться козырек сбоку, и край будет красивый. То есть начинаем мы с полустолбика с накидом, а заканчиваем столбиком с накидом полноценным. Провязали, и в конце мы делаем 2 воздушных петли подъема и разворачиваем. Вязание будем вязать мы второй ряд изнаночный. В этом ряду мы должны сделать 6 прибавок. 2 прибавки мы будем делать в каждом ряду в начале и в конце ряда, всегда в лицевых и в изнаночных. В изнаночном ряду мы будем провязывать еще прибавку из первой петли и из предпоследней петли. И в этом ряду мы провяжем 2 прибавки по центру. Сделали 2 воздушных петли и провязываем мы полустолбик с накидом. Делаем накид, набрасываем. Но вводить мы будем не в первую петлю, а вот здесь до нее, то есть в основание воздушных петель, для того, чтобы нам провязать эту прибавку первую. Вот я вытягиваю ниточку, и затем мы все 3 петли провязываем вместе. Это мы провязали полустолбик. И теперь мы будем вязать наш колосок. Подхватываем заднюю дужку, затем мы подхватываем 2 дужки, как мы это вязали в тесьму, этим же узором. Провязываем эти петли вместе и делаем мы прибавку. То есть мы провязываем в это же отверстие вторую петлю колоска. То есть мы уже сделали здесь в начале ряда 2 прибавки. Провязываем 3 колоска без прибавок. Третий.
Затем мы делаем прибавку, третью по счету. В одну петлю провязываем 2 колоска. Затем мы провязываем 3 колоска одинарных. Затем мы делаем прибавку. Затем снова 3 одиночных. Затем мы делаем пятую прибавку по счету. В одну петлю мы провязываем 2 колоска. И последняя вот она наша петля. Мы провязываем колосок. И, как обычно, в конце ряда мы делаем один столбик с накидом. И затем мы провязываем 2 воздушных петли подъема. Провязали второй ряд. У нас должно получиться здесь 20 петель проверки. Затем будем вязать третий ряд лицевой. Мы должны сделать в этом ряду 7 прибавок. Смотрите, как я делаю. Одну петлю мы будем провязывать в начале прибавку. Затем вторую петлю мы будем провязывать из последней петли, мы вывяжем 2, как обычно. Но так как сейчас у нас будет очень много петель прибавляться в каждом ряду, очень сложно будет считать эти петли долго, и поэтому я покажу вам, как я делаю. Здесь вы можете либо маркеры вешать, то есть вы должны сделать здесь 5 прибавок, допустим, да, на этом расстоянии, если не считать 2 крайние. Можно повесить маркер по центру, потом здесь еще 2 маркера повесить. Так как эти колоски здесь не видно, во-первых, где мы делали прибавок, не видно. Во-вторых, даже если вы чуть-чуть где-то сдвинетесь, плюс-минус там 2 петли, тоже ничего страшного. Поэтому, начиная с этого ряда, я вот так делала, смотрите. То есть я примерно считаю центр. И вот эту петлю я вытягиваю так вот. То есть так как рафия очень пластичный материал, почему бы нам этим не воспользоваться? Маркеры, они потом будут нам мешать, они соскальзывают, поэтому я вот так делаю. Я буду делать в центре прибавку. И потом я считаю примерно, ну это получается, да, через 2 петли. Здесь я делаю прибавку. А тут, видите, 3 петли получается. Здесь снова 2. Потом, когда мы будем провязывать эти петли, они все уйдут у нас. То есть не переживайте, оно так не останется, ничего тут не потянется. Вяжем ряд, делаем прибавки. Изначально мы провязываем столбик в основание. То есть такие прибавки мы будем всегда делать. Полустолбик вяжем в начале ряда. Это мы сделали одну прибавку. И дальше мы вяжем по узору. В изнаночном ряду мы делаем сразу 2 прибавки. Но чтобы у нас красиво полотно лежали эти прибавки, распределялись, то в лицевом ряду я вначале не делаю из первой петли, а делаю их чуть-чуть подальше, эти прибавки. Вот мы дошли до нашей вытянутой петли. Значит, мы делаем в этом месте прибавку.
Вот мы дошли до второй вытянутой нашей дужки. Значит, в этом месте мы делаем вторую прибавку. Так, вот тут у нас была вытянутая, значит, мы делаем третью прибавку в центре полотна. 5 в центре и 2 по краям, получается 7. И проходим так до конца ряда. И в последнюю петлю мы провязываем петлю колоска, и затем, как обычно, мы в конце ряда провязываем столбик с накидом в эту же петлю. Делаем 2 воздушных петли подъема. Разворачиваю вязание. И как всегда мы это делаем, провязываем полустолбик в основание вот этих воздушных петель. Полустолбик мы провязываем. Мы сделали одну прибавку. Так как сейчас у нас идет изнаночный ряд, то мы всегда в изнаночном ряду в первую уже петлю и провязываем эту прибавку. Петлю колоска мы провязываем сейчас, поддеваем дужку. И снова мы делаем сразу 2 прибавки. Одна петля колоска и вторая петля колоска. В изнаночном ряду мы сразу сделали 2 прибавки. То есть в изнаночном ряду мы в начале делаем 2 прибавки, в конце 2 прибавки. А всего нам в этом ряду нужно прибавить 6 петель. Значит, мы должны примерно их здесь делать, но желательно делать не в тех местах, где мы делали в лицевом ряду. То есть их чуть-чуть видно, где мы делали, идет, видите, вот такая волна. То есть где волна, это идут вот эти наши прибавки предыдущего ряда. А мы их должны сделать не там. Я беру и вот тут я хочу сделать, допустим, прибавку одну. И симметрично. То есть если мы тут сделали, значит я сделаю тут где-то. Так. Все, провязываем изнаночный ряд, делаем раз-два прибавка, и в конце тогда покажу вам, как я буду делать. Провязываю конец ряда изнаночного. У меня здесь, видите, вот одна петля остается крайняя. Значит, я должна в предпоследней петле сделать прибавку. То есть я 2 колоска провязываю в один. И в последнюю петлю я провязываю сначала петлю колоска, а затем я провязываю столбик с накидом. Вначале провязываю 2 петли, а потом еще 2 петли вместе. И провязываю 2 воздушных петли, как обычно. Разворачиваем, и мы всегда делаем здесь полустолбик с накидом в основании воздушных петель. То есть такие прибавки мы делаем в каждом ряду. Вначале вытянули петлю, потом 3 вместе. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Мы здесь должны сделать аж 9 прибавок. Одну мы сделали в начале, вторую мы сделаем в конце, и здесь аж 7 должно быть. Распределяем петли. Вот центр у нас, где мы начинали. Я поднимаю одну дужку заднюю. Здесь мы будем делать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть то, что аж по 3 да, мы должны сделать. Тут я сделаю. Тут сделаю. Тут сделаю.
И с этой стороны по 3. С этой стороны 3 прибавки. То есть примерно вот так у меня выйдет. Провязываю этот ряд, делаю здесь 9 прибавок. Дохожу я до конца 5-го ряда. Последнюю петлю мы делаем прибавку. Последнюю я провязываю столбик с одним накидом. Провязала, делаю я при переходе на изнаночный ряд, делаю я 2 воздушных петли, полустолбик с накидом провязываем в основании воздушных петель, сделали мы одну прибавку. Затем я провязываю узор. В изнаночном ряду мы не забываем, что делаем прибавку сразу же в первую петлю и предпоследнюю. Вот я сделала первый колосок, и второй я провязываю в этот же. То есть изнаночные ряды у нас везде все начинаются одинаково и заканчиваются. А лицевые сдвиг идет прибавок, чтобы они не были в одном месте. Так, вот я сделала 2 прибавки. В 6-м ряду в изнаночном мы должны сделать 6 прибавок. Здесь мы 2 сделали, затем мы в конце сделаем 2. И 2 мы должны сделать, сделаю вот тут вот прибавочку. И асимметрично вот тут. 6 прибавок делаем. Все, вяжем этот ряд изнаночный. Ну, дальше я вам уже не буду показывать попетельно, как ряды вязать. Думаю, здесь все то же самое вы провязываете. Еще раз повторяюсь. То есть в изнаночном ряду при повороте с лицевого на изнаночный ряд мы делаем сразу же 2 прибавки. В начале и в конце мы делаем в изнаночном ряду. В изнаночном ряду у нас четное количество прибавок, чтобы они у нас здесь были в шахматном порядке, эти прибавки расположены были. Делаем здесь прибавки. А в лицевом ряду у нас больше прибавок. Мы делаем в самом начале, во второй петле мы не делаем. И в конце мы не делаем. В предпоследних я имею в виду. В крайних мы всегда делаем в каждом ряду прибавки. И здесь я вам на экране распишу, сколько нужно будет в каждом ряду сделать прибавок. Делаем все то же самое, вяжем. Вяжем по аналогии, точно так же. Мы должны провязать здесь 12 рядов всего. И в сумме у нас должно получиться примерно 97 петель. Если чуть больше, либо меньше, не критично. Рафия довольно такой эластичный материал, пластичный. Его в конце при отпаривании можно придать любую форму. То есть в конце вязания мы вот так ее растянем в разные стороны. У нас здесь должно за счет прибавок получиться как такая дуга даже. Если приложить по выкройке, видите, у нас тут все получается сходится. Провязываем. Вяжем вот эту часть уже самостоятельно. И встретимся с вами, когда будем ввязывать ригелин в 12 ряду. Вот, я провязала 11 рядов. Теперь я буду вязать ряд изнаночный. Последний наш ряд узора. И в этом ряду я хочу ввязать уже ригелин. Ригелин я вот такой использую. Если его разрезать, то внутри этого ригелина есть 4 лески. Есть более толстый ригелин, там вот этих лесочек еще больше. Разрезается здесь очень все просто. Просто лента режется и потом достается сами лески.
Я буду использовать 3 лески. Можно использовать 2 лески, либо 4, уже на ваше усмотрение. Но мне кажется, для козырька 3 как раз подходит очень хорошо. Так, и сейчас я буду провязывать 12 ряд изнаночный и ввязывать наши лески для уплотнения. В этом ряду у меня идет 8 прибавок. Я их распределила уже. Сделала 2 воздушных петли. И здесь у меня идет прибавка. В основание воздушных петель я провязываю полустолбик с накидом. Вот, провязала я. Затем мы будем вязать по узору. Сейчас мы вставим крючок в наши петли. Вот, я вставила. И затем я беру наш ригелин, лески. И я его провожу над крючком, вот в этом месте. Здесь оставьте кончик где-то сантиметров 10-15 пока, пусть будет. Мы потом его тоже в козырек вставим, конец этот. Вот, крючок у меня снизу, а лески сверху. И я вяжу по узору. Вытягиваю петлю подлиннее. И ее провязываю. И все 3 петли я провязываю вместе. И затем по узору вяжем. Так как это изнаночный ряд, то я тут делаю прибавку. Я вставляю в это же отверстие. Провязываем второй колосок. И затем вяжем просто узором. Но ригелин у нас идет сверху крючка. Подхватываем. И 3 вместе провязываем. И так вяжем до конца ряда, делая прибавки по узору. И видите, вот ригелин у нас внутри спрятан, вот лицевая сторона. То есть его совсем не видно. Но для уплотнения он нужен, чтобы козырек наш красиво торчал, имел форму красивую. То есть вот так мы его вязываем внутрь. Провязываем до конца вместе с ригелином. Довязала до конца ряда. Здесь я лески обрезала, тоже кончик оставила подлиннее. И на этом этапе можно вот так чуть-чуть растянуть и придать форму козырьку. Можно даже чуть-чуть отпарить, чтобы этот край натянуть как бы. Так, что мы делаем дальше? Далее мы берем нашу связанную ленту и находим ровно центр. Здесь можно либо сложить, найти центр, либо посчитать петли, убедиться, что это центр. И здесь я вешаю маркер. Это край у меня наборный. То есть вот это у меня конец тесьмы, а вот это место, где мы набирали этот край. И его я должна сопоставить с центром козырька. Лицевыми сторонами вовнутрь. Здесь мы маркер раскрываем и цепляем его вместе с козырьком.
На козырьке я тоже нахожу центр. Центр в центр, мы его даже, наверное, на вот эту петлю так. И закрываем. И распределяем, где нам нужно эти две детали соединить. Можно подтянуть чуть-чуть. Обе детали должны быть в натяжении. Мы должны найти место, где мы должны их скрепить. Я скреплю в этом месте. Вешаем маркер. И в этой стороне то же самое. Так, это у нас центр. Я тяну обе части. Вешаем с этой стороны маркер. И здесь мы делаем проверку. Маркеры соединяем вместе и смотрим, чтобы остаток ленты у нас были кончики одинаковые. Так, вот я закончила вязать козырек. Нить я здесь не обрезала. Мы сейчас продолжим вязать без обрыва нити. Мы будем соединять сейчас обе части. Так, здесь я делаю воздушную петлю подъема. Я вставляю крючок в петли козырька и затем под две дужки нашей ленты. И я их соединяю соединительным столбиком. Маркер этот можно убрать, чтобы не мешал. Вот соединительным столбиком, это значит, я ввожу в эту же петлю, протягиваю. Так. Можно чуть-чуть эту подлиннее сделать. Не сильно, конечно, но чтобы оно козырек не стягивало. И затем я сшиваю эти две детали. То есть я в петли ленты я ввожу в каждую петлю, а со стороны козырька у меня как получится. Соединяем две части. Таким образом мы проходим до конца козырька, соединяя две части. Вот, соединительным столбиком. И здесь на лицевой стороне у нас получится красивый край. Доходим до конца. Смотрим, чтобы центр был по центру. Здесь по центру вообще легко. То есть мы берем под обе дужки козырька и ленты. То есть 4 дужки вот так я беру и их соединяю соединительными столбиками. И дохожу я до этого края. И вот я дошла до конца. Вот я соединила эти две детали.
Здесь я нитью эту обрезаю. Фиксируем конец. Вот что у меня получилось на данном этапе. И теперь последним этапом мы обвяжем край козырька. По вот этому краю мы пойдем обвязывать. Обвяжем, вставляя в угол крючок, в уголочек самый. Нить подхватываем. Здесь мы обвяжем тоже соединительными столбиками, чтобы красивый край был. То есть смотрим, чтобы у нас этот край был квадратным. Все, делаем форму этому краю красивую. Доходим до уголка. Здесь я сделаю прибавку, чтобы сделать нам угол под 90 градусов. И дальше до козырька я провяжу соединительными столбиками за заднюю стенку. Подхватываю заднюю дужку. И мы провязываем соединительный столбик. Заднюю дужку, соединительный столбик. Следим, чтобы вот эти петли наши были красивые, все одной высоты. Чтобы край наш был красивый. Проходим так до козырька. Дошла до края козырька. И теперь я буду провязывать сам козырек. Я буду подхватывать заднюю стенку козырька. Так, эту петлю я провяжу сейчас. Вот заднюю стенку я подхватываю. И плюс вот эту заднюю дужку. Вот эту. Тоже соединительными столбиками будем обвязывать так козырек. Заднюю дужку и плюс вот эту стенку заднюю. Тоже соединительными столбиками мы обвязываем козырек. Вот таким образом получается. Доходим до конца, обвязываем. Козырек за 2 дужки подхватываем. Доходим до этого места. И здесь мы продолжаем подхватывать заднюю стенку. И вот эту боковину обвязываем. Здесь закончим. Обвязала по кругу до этого места. Здесь можно либо закончить, как на вот этом козырьке. Видите, я здесь вверх не обвязывала, потому что у меня не хватило пряжи. А на этом козырьке у меня еще пряжи хватило, и я обошла еще по верху прошлась. Тоже с соединительными столбиками под обе дужки. Под заднюю и с той стороны, которая, как мы на козырьке обвязывали, точно так же. И здесь я уже попрятала концы.
Но так как здесь я буду пришивать липучку, то вот эти все концы, которые у меня были, я их вывела здесь на лицевую сторону, и я их попрячу под липучку как раз. То есть я здесь пришью ее. Затем на этом этапе советую отпарить козырек. То есть вы проходите вот так паром, чтобы он был слегка влажный, и продаете ему необходимую форму. То есть вот так вот вы тянете в разные стороны, делаете красиво. Примеряете, смотрите, где нужно потянуть. И в таком положении вы оставляете ее остывать. Как она остынет, она в такой форме и останется, как вы хотите. И нам осталось самое такое не очень приятное, это вот эти лески попрятать. Я тяну вначале за один край, чтобы леска у меня здесь была коротенькая. Сейчас их сделаю все одной длины, все 3 лески. Так. Здесь я хочу пропустить их в середину вот этого бортика. Я крючком делаю отверстие. И затем мы эти лески должны вытащить с этой стороны, с лицевой. Так, вот там все 3 вышли. И теперь я их пропущу так назад, эти лески. Хочу под вот эту косичку запустить. Косичку отодвигаем. И прячем эти все лески под эти косички. Здесь уже расстояние, смотрите. Дальность можно дальше, можно обрезать короче. Вот я спрятала леску, видите, под эти дужки. И вот здесь я закончила. И здесь я пришью липучку. И вот эти лески у меня будут как раз под липучкой. И они будут упираться в эту липучку. Как раз. Ну и с этого края то же самое попрячу. Только уже выведу на лицевую сторону. То есть вот здесь вот пришью липучку. А на этом козырьке у меня здесь вот они обрезаны были. Видите, вот леска кончается. То есть я здесь пропустила подушки, и здесь она у меня закончилась. Ну, в принципе, тоже нормально держится. То есть ничего здесь не трется, видите, вот конец. Здесь он под этими местами. На лицевой стороне здесь не видно ничего. То есть вот так они у меня держатся. То есть выбирайте, либо здесь можно закончить, 5 сантиметров вставить и на этом моменте лески обрезать. Либо здесь я сделала и спрячу их под липучки. То есть 2 варианта может быть. Посадка козырька от этого не меняется на голове. То есть она и так хорошо. Что определитесь, как вы хотите делать. Какой длины тогда оставлять эту леску. Здесь я пришью бирку. Как в этом варианте. Только другого цвета пришью. Чтобы видно было хорошо. Но также можно украсить либо там ракушками, либо камушками какими-то, либо вообще не украшать, потому что здесь узор довольно-таки сам по себе интересный, и козырек смотрится уже красиво. То есть все, сейчас это доделаю, будет у меня такая красота. Так что буду рада, если мой мастер-класс кому-то пригодится. И свяжите себе такой модный аксессуар нынче.
И солнечных дней вам не только за окном, но и в вашем настроении. Всем пока!